Привет всем и добро пожаловать в ИИ Перекресток. С вами я, Макс, и сегодня мы погрузимся в одну из самых горячих тем современности – влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Приветствую, друзья! Я Алекс. Сегодня будем разбираться, стоит ли нам бояться роботов, отнимающих рабочие места, или же ИИ – это ключ к процветанию и новым возможностям. Алекс, давай на чистоту. Да, автоматизация МТС идет полным ходом. Но разве это не шанс для нас, как для человечества, заняться более значимыми вещами, чем рутинная работа? Ты же видишь, сколько новых профессий появляется благодаря ИИ. Макс, ты слишком оптимистичен. Компании увольняют людей тысячами, как показывают отчеты, а новые рабочие места, о которых ты говоришь, требуют совершенно других навыков. Что делать тем, кто не сможет переквалифицироваться? Мы рискуем создать огромную армию безработных. Алекс, вспомни промышленную революцию. Тогда тоже боялись машин, но в итоге это привело к невиданному экономическому росту и повышению уровня жизни. ИИ – это такая же технологическая революция, просто в другом масштабе. Посмотри, IKEA уже переквалифицирует своих сотрудников. Это пример. IKEA — это один пример, Макс. А что насчет компании Дукаан, которая уволила всю службу поддержки клиентов? ИИ, конечно, эффективен, но что делать людям, которые остались без работы? Не все смогут стать специалистами по ИИ. Это как пытаться всех заставить играть в шахматы. Не у всех есть способности. Дело не в шахматах, Алекс, а в адаптации. Нужны программы переквалификации, инвестиции в образование, поддержка малого бизнеса, который может создавать новые рабочие места. IBM планирует обучить 2 миллиона человек. Это серьезные инвестиции в будущее. 2 миллиона из миллиардов. Макс, ты упускаешь масштаб проблемы. Развитым странам нужно срочно пересматривать свою социальную политику, иначе мы получим социальный взрыв. Нужны базовые гарантии, перераспределение доходов, иначе ИИ только усугубит неравенство. А что думаете вы, наши слушатели? Готовы ли вы учиться новому и адаптироваться к меняющемуся миру, чтобы использовать ИИ в своих интересах? А вы уверены, что у вас будет такая возможность? И нужны ли гарантии от государства, чтобы ИИ не оставил нас на обочине прогресса? Спасибо, что были с нами. Надеюсь, наш разговор заставил вас задуматься о будущем. Не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи на ИИ Перекрестке.